Активную медитацию я еще называю игровой медитацией. Игровой. Делаю это неспроста. Активная медитация должна реализовываться только в игровой форме. В форме серьезной игры, но игры. Ясно? Без всякой заданности, без напряжения, просто игра. Ну-ка сражусь с мыслями. Они меня или я их. Ясно или нет? Вот если будете занимать эту позицию, это будет безумно интересно. Вы представляете? И они вас никогда не победят. Потому что вы знаете, что делать. Они все средства свои исчерпали. Ясно? А вы нашли против них противоядие. Не обращать внимания на их попытки вызвать вас на диалог. Или эмоционально вас вывести из равновесия. Вот и все. Это игровая форма активной медитации. То есть никаких усилий, отсутствие напряжения, никаких целей, ничего не нужно вам не добиться, ничего не надо достигать. Просто играйте. И вот в форме игры вы постепенно придете к искомому результату. К какому вы даже не знаете. И сразу окажетесь в какой-то иной совершенно среде. Понятно? Играя, просто играя. Не ставьте никаких задач. Играйте медитацию как дети, и результаты непременно будут. Начинать активную медитацию следует с пустого ума, нет никаких мыслей. Смотрим на ум. Наконец, какая-то вибрация пытается, это очень ощутимо, пробуравить ваш ум и реализоваться в словесной форме. Но вы ее отвергаете, даже вибрацию можно вначале отвергать. Вы почувствуете, она так щекочет пространство вокруг головы, такая щекотка своеобразная. Эта мысль, она еще не в словах, но она в вибрации, как радиоволна, поняли? Они же из пространства приходят-то. Вот. Как только она проскочила, в слова оформилась, вы ее пропускаете мимо. Ну, мало чего она там сказала, Она ушла. Другая тоже в какой-то словесной форме материализовалась. Вы тоже ее пропускаете. Третья вас или четвертая поймает обязательно. Вы вступите с ней в диалог, или она будет очень важной для вас мыслью. Но сразу ловите себя на том, что попался. Ты попалась. Ясно? На ее уловку. И опять на ноль сбрасываете. Понятно? Вот это игра. Вот она, игра-то где. Так что если вы несколько лет якобы следуете по пути сознательной духовной эволюции и топчетесь на месте, все начинайте сначала, так как я вам говорю, с молчания ума. Ясно? И обязательно, если у вас были какие-то достижения промежуточные, они все быстро вернутся. Ясно? Вот промежуточные достижения, они дадут о себе знать. Не все пропало даром. То есть не бойтесь никогда начинать сначала. А что такое сначала? С молчания ума. Ясно? Просто. Вот это и есть сначала. Так что если попадается какая-то шустрая мысль, входит в ваше активное сознание и проявляется в словесной форме, вы ее видите и вдруг обращаете на нее внимание, реакцией на нее ответили, то сразу сбрасывайте все на ноль. Попался. Несколько раз будете попадаться в течение 5 минут, 10. Понятно? Обязательно. Но постепенно, все реже они будут достигать своей цели. Вы будете их игнорировать. Понятно? И не важно, сколько длился этот цикл молчания ума, цикл необращения внимания на мысли, не важно, сколько он длился, в любом случае, в этот период вы контактировали с нисходящей эволюционной энергией.
немного передохнули, секунд несколько, стряхнули себя напряженность, и снова новый цикл, опять пустой ум, отталкивание вибрации от головы, потом входит какая-то мысль, одна, другая, пятая, ну, шестой попадетесь, может, на четвертый, не знаю, но попадетесь обязательно, могу гарантировать. Но со временем все реже будете попадаться, а потом и вообще не будете попадаться, ясно или нет? То есть это станет нормой. Наблюдать мысли, но никак на них не реагировать. Вот это будет огромная победа. Понятно? Ваша победа над машиной ума, над врагом номер один. Правда, со временем вы начнете замечать, что мысли атакуют вас все яростнее и яростнее. Вдруг они утихли, вы вроде бы победитель, но пройдет какое-то время, и они будут атаковать вас очень-очень яростно. Вот просто яростно, как псы из подворотен. Знаете, вот цепные. Это явление закономерное. Лишенные подпитки с вашей стороны, они всеми правдами и неправдами пытаются вернуть свой статус энергетических паразитов. Вы немножко успокоились, расслабились, и они на вас набрасываются. У вас паника возникает, вот работал столько, пытался молчать, опять все сначала, опять все посыпалось. Не отчаивайтесь, это нормальное явление. Они ждали, пока вы расслабитесь. Чуть-чуть порасслабились, они нападают на вас. Так что такие яростные нападки могут периодически возникать. Ничего страшного нет. Понятно? Или не очень? Ну, понятно. Вот ты все понимаешь. Остальные вроде бы понимают, но ты говоришь, они молчат. Ну, ладно. И в какой-то момент вы можете почувствовать, или вам может показаться, что вы проигрываете, и мысли вас затапливают буквально. Несмотря ни на что, продолжайте медитативную игру. И пусть каждый сеанс медитации длится столько, насколько у вас хватит сил и терпения. Разумеется, в свободное время. Ясно? Никаких особых условий для этой медитации не требуется. Особенно эффективно я практиковал ее в транспорте. Окружающие люди могут вас толкнуть, но они не способны помешать внутренней работе. Не способны. В транспорте отрабатывается медитативная работа с помехами. Люди, шум, смена обстановки. Понятно? Вот работа с помехами – это вообще классика. Я все время работал с помехами. У меня никогда не было так, чтобы я был в тишине, и вот с этими мыслями в тишине расправлялся, всегда с помехами. На работе в свободное время. Понятно? А там помехи. В кабинет кто-то входит, какие-то там вопросы, а я с помехами молчу. Ясно? А то у вас нет свободного времени, вам комнату отдельную предоставь, там, чтобы никто извне не мешал, не шумел. Ну что вы, дети, что ли? Работайте с помехами. Понятно? Тогда результат будет, феноменальный. А когда в тишине, в тишине и дурак молчать может. Не идущий по пути. А вот вы в толпе научитесь молчать. Это победа. Понятно? Опять не понимаете? Ну ладно. Потому что когда у меня к вечеру дома возникала относительно спокойная обстановка, я работал с литературой. Мне было необходимо с ней работать. Понятно? А молчание ума в основном в дневное время с помехами. Играйте в активную медитацию до тех пор, пока не установите стойкий контакт с нисходящей эволюционной энергией. На это вам могут потребоваться недели, месяцы, кому-то может год, но не годы. Понятно? Не годы, не 10 лет.
И вот посредством активной медитации открывается, очищается и расширяется канал связи между вашими высшими планами сознаниями, над вами настоящими, и вашей истинной сущностью. Чем чаще и интенсивнее вы практикуете активную медитацию, тем скорее в вашем сознании устанавливается стойкий контакт с нисходящей энергией. Так что работайте, не ленитесь, не спите и не пребывайте в пассивном ожидании. Медитация должна быть активной, действительно, но без напряжения. Теперь поговорим о психофизических ощущениях, возможных трудностях и временных неприятностях, возникающих в процессе активной медитации, связанных с установлением первичного контакта нисходящей эволюционной энергии. Первое неприятное ощущение, с которым вы можете встретиться в ходе активной медитации, это распирающие головные боли. Голову буквально может распирать внутренняя энергетика. С этим явлением сталкивается практически каждый. Механизм этого явления крайне прост. Нисходящая эволюционная энергия, не имея возможности проникнуть ниже, из района головы, временно скапливается там, что и вызывает болевые ощущения, напряжение, предельное напряжение. Радоваться этому надо, а не расстраиваться, а тем более бояться. Радоваться. Энергия ходит в макушку головы, канал связи раскрывается, и ни в коем случае не прекращайте активную медитацию. Головные боли, распирающие явление, временное. Может пройти через 5 минут, но может и через 2 дня. Понятно? Или 5 минут, или 2 дня. Максимум 2 дня. Продолжая медитацию активно, то есть продолжая молчать умом, вы проталкиваете, вернее, не вы, а вот та сила, которая свыше на вас действует, проходит ниже лежащие отделы тела, и головные боли исчезают. Все. Если она пошла ниже, все, с головной болью покончено. Когда энергия застревает на уровне горлового центра, возможно катаральное состояние, першение в горле и кашель, если здесь она застревает. Из головы пошла ниже, но здесь застряла. Понятно, да? Кашель, першение в горле. Когда она достигает уровня сердечный центр или сердечной чакры, возможно неприятные ощущения в области сердца, боли, нарушение ритма и прочее. В основном это нарушение ритма. То есть сердце начинает биться как-то не так. Это тоже результат контакта сердечной мышцы, нервных центров сердечных с нисходящим потоком. То есть сердце наше знакомится с нисходящей эволюционной энергией. Вот у меня такое знакомство, когда я еще не шел по пути, а поток во мне был открыт, я понимал потом уже, гораздо позже, что я был открыт потоку, отсюда шли озарения, все эти стихотворные мероприятия, все оттуда шло. Так вот, в течение 10 лет стихотворного периода вечером в состоянии покоя у меня возникали такие перебои в работе сердца, что я не мог спать. Я садился и вот так сидел вечером в состоянии покоя. В течение 10 лет, каждый вечер. Если бы я имел неосторожность обратиться к врачу, то мне бы поставили водитель ритма сердечного, чтобы она работала как часы. А я вот победил это дело, не пугался, я вообще ничего не пугался. В работе, на пути, что со мной происходило, ну что пугаться-то, а? Вы пугливые. Почему-то я чувствовал, что пугаться бесполезно. Но так оно и оказалось. Ясно? Спустя 10 лет, когда я сознательно открылся потоку, какие там сердцебиения, все проскочило, как полагается, до самого копчика и кверху. Ясно? Когда открылся полностью силе. А так я ее блокировал умом,
Она проникала в меня, до сердца доходила, нарушения ритма просто дикие. То тахикардия, пульс не сосчитать, то сердце останавливается, то снова идет. В состоянии покоя. Я в состоянии покоя, молчу, энергия пошла, здесь застряла. Это я сейчас понимаю. Уже задним числом понимал, что происходило. И вам говорю, если у вас вдруг с сердцем что-то будет не так, а у вас активная медитация, да, продолжается, радуйтесь, дальше пройдет, все нормально будет. Понятно? Все восстановится. Обязательно сердце должно как-то отреагировать. Обязательно. Сейчас не случайно, вот мне дочка говорит, она у меня кардиолог, говорит, что участились случаи нарушения сердечного ритма у молодых людей после 20-25 лет. Обычно это 40-45 лет нарушение ритма. Сейчас у молодых людей энергия проскакивает, мощная напряженность идет, доходит до уровня сердца, ритм, нарушается ритм, все. Молодые люди с нарушением ритма. Что это такое? Это эволюционный процесс, это принудительная эволюция, принудительное давление. Понятно? Вот и все. Эволюционного происхождения эти аритмии-то. Надо открыться спокойно этому процессу, и все пройдет. На следующий день все пройдет. Так что могут быть и нарушения сердечного ритма. Ничего страшного. Радоваться надо. Если у вас вдруг будет или было. Ну, когда было, я понимаю, вы не сильно радовались. Вот. Но если вдруг будет у кого-то, радуйтесь. Это хорошо. Значит, все идет по плану. Могут возникать еще кратковременные затруднения дыхания. Будет возникать ощущение, что вам перехватывает дыхание, как будто в горле кто-то сжимает. Как бы парализуется дыхание. В какой-то момент бывает. Некоторые говорят, ой, как будто на грудь кто-то сел или надавил. Это тоже нормальное явление. Идет поток, перенасыщение кислородом, перенасыщение кислородом крови недопустимо. И дыхательный центр, потому что энергия идет чистая, которая усваивается организмом, и недопустимо перенасыщение кислородом. Дыхательный центр блокируется на какое-то время. Идет остановка дыхания рефлекторное. Ничего страшного нет. Задышите. Ясно? Это из неприятных ощущений. Это может быть, а может и не быть. Но чтобы вы не пугались, если это вдруг будет. Понятно? Скорой помощи не спешите вызывать, не поможет. Она не успеет приехать, если помрете на самом деле. А когда приедет, у вас все это пройдет через 3 минуты, то зря приедет. Ясно? Так что не спешите, подождите до утра. Может, повезет. Останетесь живы. Я шучу, конечно. Не обращайте внимания ни на какие временные трудности, потому что энергия, работая в каждом из энергетических центров, может вызывать своеобразные неприятные ощущения. Ясно? Это нормальное, закономерное явление. Неприятные ощущения и боли в области солнечного сплетения могут быть. Это знак нисхождения энергии до пупочного уровня. Затем могут возникать боли в пояснице и у основания позвоночного столба. Боли реальные. С позвоночником никак не связанные. Просто перенасыщение энергетических центров ниже пупка – это энергия. Там она теперь опустилась до этого уровня. Возможно, болевые ощущения. Не связанные с позвоночником никак. Умные люди, которые занимаются делами позвоночным, говорят, у вас там что-то заблокировано. Или грыжу какую-нибудь ставят межпозвоночной, которых вообще в природе не бывает, наверное. Там придумок много на эту тему. А это элементарное, совершенно застойное явление в нижних энергетических центрах. Они могут вызывать сильные болевые ощущения, сильные.
Так постепенно, мягко раскрываются все энергетические центры. Возможно также кратковременные, от нескольких часов до 1-2 дней повышение температуры, ощущение жара во всем теле или в отдельных его частях. Это связано с клеточной реакцией на воздействие избыточного количества нисходящей энергии. Клетки ее не усваивают, соответственно, жар, температура выделяется, так сказать, энергия в форме тепла. Понятно? Может, несколько часов это продолжаться, может, 1-2 дня. Бывает холодный жар без повышения температуры, бывает горячий жар, в зависимости от реакции клеток. Ясно? Тоже ничего страшного нет. Это то, что касается временных, подчеркиваю, временных неприятностей. Повторяю, неприятности временные. Их надо принимать с радостью, с полным пониманием их позитивного значения. И ни в коем случае не бояться. То есть приучайте тело ничего не бояться и ничему не удивляться. Тело приучайте. Да-да, именно тело. Запомните, что все ваши страхи и сомнения, возникающие в уме, тотчас распространяются по всему телу, спускаясь до клеточного уровня. Не надо пугать клетки. Они уже напуганы в ходе эволюции. Понятно? В ходе нашей животной эволюции. Они в генах все это несут, все эти страхи. Ясно? А вы их еще пугаете своим умом пораженческим. Не пугайте. Поэтому вы такие хилые, всего боящиеся, и по любому поводу бегом к врачу. Не поможет уже врач, поздно. Надо ходить к врачу перед тем, как что-то появилось. Но вы же не пойдете перед тем, как что-то появилось. А когда уже появилось, уже поздно. Врач вам не поможет, потому что это эволюционного происхождения. Это не патология. Он вас будет лечить, в лучшем случае, от эволюции. Ясно? Это не надо делать. Если бы все-таки на самом деле выбрали для себя путь сознательной духовной революции, то не допускайте в сознание ни страхов, ни сомнений. То есть будьте мужественны. Будьте последовательны в работе, доверьтесь высшей силе, доверьтесь непременно, и она вам поможет. В процессе активной медитации некоторое время спустя тоненький ручеек нисходящей энергии проникает в ваше сознание, и вы способны распознать его ток по характерному свисту или тонкому звенящему шуму в ушах. Со временем ручеек расширяет свое русло, энергетический ручеек, и характерный шум в ушах слышится практически постоянно. В зависимости от величины, то есть от силы потока, тональность его может меняться. Я это называю реликтовым звуком вечности. Это тонкий шум в ушах. Свист, или как работающий холодильник, или как вибрация тонкая. Каждый по-разному может это идентифицировать и описать. Но обязательно фоновый шум возникает. Потом он может исчезать, когда русло энергетическое расширяется, тонкий ручеек журчит, а широкое русло, оно уже не создает вот такого звука тонкого. Вот некоторые мне говорят, вот был звук, а он куда-то исчез. Русло расширилось, тонкий звук исчез, а вы думаете, что он постоянно должен быть тонким, свистящим. Неправильно. Так вот этот реликтовый звук вечности может служить основой для эффективной нисходящей медитации. Я называю это медитацией на звук. То есть вы вслушиваетесь в этот звук, коли его услышали. То есть в молчании ума слушайте его. Молчащий ум, вы слушаете этот звук, поток расширяется, гул прям становится. Ясно? Можете экспериментально попробовать.
медитации уже на звук, на реликтовый шум вечности. То есть творчески подходите к тому, что вы делаете. Понятно? Слушайте звук, слушайте эту звенящую тишину. Нормально? А? Никогда не слушали? Слушали? Вот кто вот кивает, я понимаю, слушали. Понимаете, о чем я говорю? Вот слушайте. Это очень хорошая форма медитативной работы. Слушать звук. Слушать тишину. И тогда никакие мысли к вам уже не придут, потому что поток расширяется, он размывает любые мысли, которые пытаются вторгнуться в поле активного ума. Ясно? Сам все звук, это и есть поток, по сути, поток этот звук создает, он размывает несанкционированные мысли. Но это уже в дальнейшем будет, вы уже почувствуете себя в какой-то силе определенной. Медитировать на звук можно в любых условиях. Пожалуйста, слушайте этот звук. И постепенно вы начинаете ощущать в своем теле растекающееся тепло и легкое блаженство, которое приносит ручеек нисходящей энергии. Это теплое блаженство достигает клеточек тела, которые начинают вибрировать, и вы это ощущаете периодически в каком-то едином ритме. Это состояние сохраняется долгое время после медитации. И когда связь с нисходящим потоком прерывается, неожиданно, такое бывает, он есть этот поток, потом вдруг его нет. Вот. И когда эта связь с нисходящим потоком прерывается, все ваше существо начинает испытывать дискомфорт в форме легкого беспокойства. Что-то было приятное, нормальное, потом исчезло. Не паникуйте. Просто экспозиция работы этой энергии разная. Поработала энергия, перерыв. Ясно? Не вы вызываете специально ее работу. Она сама регулирует, сколько ей, в каком количестве, в какой экспозиции работать в вашем теле. Понятно? Она. Не вы задаете ей условия. Она берет эту работу в свои руки. Если нет потока, исчез шум в ушах, дискомфорт испытываете, значит, вот сейчас передышечка. Понятно? Потом она вновь сама, эта энергия заработает, возникнет, опять на фоне спокойного ума. Будет опять работать периодически. То работает, то нет. То есть, то нет. Так должно быть. Я вам тонкости говорю, очень важные тонкости. Вот для восстановления связи с нисходящей энергией я пробовал использовать мантру «Ом» или «Аум». Но все равно мантру скажешь, там «Ом» или «Аум», энергия пошла. Но если ей не надо работать, она через 10-15 секунд не будет. Мантра не подействует. А на Востоке говорят, надо все время повторять эту мантру. Не надо ее повторять, потому что всю работу трансформирующую берет на себя божественные силы. И не надо ее специально инициировать. Если она прекратила работу на время, а ум ваш свободен, значит, так надо. Понятно? Чтобы вы не повредились. Не надо ее форсированно вызывать. Не нужно. И еще из области не совсем приятного. В районе головы, сердца, а порой во всем теле возможны кратковременные ощущения пугающей пустоты, сходные с теми, которые возникают при полете вниз на качелях или прыжках с большой высоты, как бы сердце замирает, ёкает. Это нормальное явление, связанное с тем, что мгновенно в макушку головы проникает молниеподобный нисходящий поток, как молния, и вы как будто вниз падаете, знаете, вот куда-то с высоты вниз.
Тоже нормально. Просто очень быстро через все энергетические центры энергия проходит до самого низа. Значит, все открыто, все нормально, препятствий нет. Если сердце ёкает так, значит, хорошо. Видите, как интересно все? По-настоящему-то. Кроме того, на начальном этапе контакта телесного сознания с нисходящей эволюционной энергией возможно временное, подчеркиваю, обострение обострение хронических и доселе скрытых, то есть дремлющих заболеваний. Обострение. Понятно? Таким образом, слабые точки организма реагируют на прикосновение вибраций высшего порядка. Это нормальная энергия, нормальное явление. Энергия высшего качества начинает санацию тела, то есть заглаживает все изъяны, которые имеются в вашем теле. Она обязательно пройдется по всем болевым точкам, по проблемным местам. Это закон. И чем больше вы накопили неприятностей в теле с возрастом, тем это более очевидным становится. У молодых это не очень заметно. Ясно? Вот у меня первые полгода с момента открытия, полного открытия нисходящей энергии, вот этот процесс санации проходил, и в течение полугода я думал, что вообще все у меня разваливается. То есть весь организм был настолько, размагничен, что ли, разбалансировал, что потребовалось полгода, чтобы привести все в порядок. Этой энергии потребовалось полгода. Ей. Ясно? Обязательно должно что-то обостриться. Но если вы абсолютно здоровы, тогда нечем обостряться. Но если кое-что есть, обязательно вы почувствуете эти проблемные точки. Обязательно. При этом нет никаких показаний к прекращению медитативной работы. Напротив, она должна стать более интенсивной, чтобы как можно скорее преодолеть эти временные неприятности. Понятно? Чтобы поток скорее расправился вот с тем, что необходимо действительно загладить. Естественно, никаких лекарств у врачей. Ничего не бойтесь. Только наблюдайте. А так я понимаю, если вы не знаете, да если знаете, начали медитативную работу серьезную, все у вас заболело, все, бросите медитацию и бегом к врачам. Не надо этого делать, полгода подождите. Вот если через полгода проблемные точки сохранятся, значит это сигнал СОС, тогда идите к врачу. До полгода подождите. Энергия может справиться сама. Ясно? Она умеет врачевать. И со временем вы замечаете, что все чаще и чаще нисходящая энергия входит в вас спонтанно, без медитации, без стимуляции, словом, без вашего участия, и работает она в вашем теле. Это может происходить в любое время, в любом месте, в процессе разговора, в процессе движения, в процессе еды. Вдруг пошла энергия, вы это почувствовали. Спонтанно, сама. Потом также спонтанно, спустя какое-то время она прекратила свою работу. Без всякой медитации, не надо ничего стимулировать. То есть постепенно самонастраивается этот процесс. Ясно? Вы открыли поток. Через посредство метода поток открылся. Теперь абсолютное доверие к нему и дать ему возможность отрегулировать всю работу внутреннюю, энергетическую. Он сам с этим прекрасно справляется. Понятно? Не надо ничего добавлять. Не надо глядеть на кончик носа дополнительно. Дайте возможность
этой энергии самой установить тот цикл, тот ритм, который, в общем-то, она сочтет нужным установить для того, чтобы продуктивная эволюционная работа, эволюционная трансформация у вас проходила согласно ее плану, а не вашим, как бы, то есть не связанная с вашими представлениями о том, что должно быть. Вот как будет, так и будет. Она сама все будет делать, сама. Вот самая сложная задача, открывшись через посредство метода нисходящей божественной силы, не вмешиваться в ее работу. То есть абсолютно не вмешиваться, не оценивать ничего. То есть устраниться полностью, доверять ей. Вот это сложно бывает. Поэтому 8-10 лет будете топтаться на одном месте, если будете вмешиваться в ее работу. Ясно? Что-то подправлять, что-то усилить, в чем-то сомневаться. Вообще не вмешивайтесь. Я был счастливый человек, я не знал, что со мной будет происходить. Просто не знал. Я ко всему был готов. И было безумно интересно делать все эти открытия. То, что может негативным показаться, разваливается вроде все. Поток идет. Я понимаю, так нужно. Все равно помрете когда-нибудь. Ну, чем раньше, тем лучше. За что вы здесь цепляетесь? Я никак не пойму. За что? А? Ну, за что вы здесь цепляетесь, скажите? А? За что? Кто там кричит? Что сказали? За вас. Не понял. За вас. На меня не будет, за кого цепляться будет. Когда-нибудь же не будет меня здесь. Закроют зал, и все, и цепляться не за кого. Так что ничего не бойтесь, ничего не бойтесь. Понятно? Будете бояться, вы уже покойник. А так, может, еще и поживете. По-настоящему поживете. Свободной жизнью. От страхов, сомнений, страданий. Понятно? Так постепенно, без каких-либо энергетических потрясений, без искры с глаз, в вашем сознании, в вашем теле начинается спонтанный процесс эволюционной трансформации. Вы начинаете ощущать в своем теле пробуждение доселе дремавшей внутренней энергетики. Вы почувствуете, как внутренняя энергия вот по контуру вашего тела движется. То есть вы почувствуете силу. Вот эта дремлющая энергетика будет проявляться вот из течения из рук, может быть, энергии. Вот я сидел в темной комнате, у нас на работе была фотолаборатория, как-то после обеда я там сел немножко помолчать. И в этой абсолютной темноте вот пальцы, из пальцев рук шли струйки энергетические, как дымы вот такие. То есть я увидел эту внутреннюю энергетику. То есть я готов был врачевать направо и налево. То есть я ощущал, вот она, вот сейчас вот махнул рукой, все в порядке. Чем-то загладил и все. То есть пробуждается внутренняя энергетика. Вот этот зуд целительства надо преодолеть. Ясно? Если уж он появляется, то на кошках можно его попробовать. Ну, на ближнем круге людей. Но никак не организовывать. Я целитель, у меня все будет, я состоялся. То есть эго загорает и все. Вся ваша духовная работа на смарку. Действительно пробуждается мощная внутренняя энергетика. Мощная. Вы это ощущаете? Она дремала до этого, а этот поток пробудил все там забурлило. Вы готовы вообще горы свернуть. Так что никаких опытов целительства, иначе дальше не шагнете. И одним из значимых результатов регулярной практики активной медитации является спонтанный процесс пробуждения энергии кундалини в нижнем энергетическом центре. Обычно это происходит в период интенсивного
Нисхождение энергии проявляется в форме своеобразного вибрационного закипания, именно закипания, в основании позвоночного столба с поднятием вибрации кверху. Там пузырьки какие-то появляются, покалывание из нижнего центра. Это пытается кверху подняться, как-то вот так вот грубо пытается вибрация пробраться куда-то повыше. Это пробуждение энергии кундалини в нижнем энергетическом центре. Нисходящий поток дошел до нижнего центра, и начинается высвобождение энергии кундалини с целью подъема и выбивания в конечном счете макушечной пробки для того, чтобы открылся выпускной клапан. И избыток нисходящей энергии выходил через этот выпускной клапан, чтобы не повредить вам, вашему телу, вашему организму. Понятно? Активизация процесса закипания кундалини чаще всего наступает перед засыпанием вечером, когда сознание находится в пограничном состоянии между сном и бодрствованием. При этом в глазах могут наблюдаться яркие световые вспышки по всему зрительному полю. Прям вот вспышки световые. Энергия грубо может подниматься до уровня пупка, потом до уровня сердечного центра и дальше, потом опускаться. Это может быть одноразовый подъем кундалини. Я в своей практике его стимулировал. То есть у меня, по сути, он был одноразовым. Я немножко простимулировал, он у меня поднялся поток и сразу выбил макушечную пробку. Я стимулировал этот процесс, но не советую его стимулировать. Пусть естественным образом идет поднятие энергии. Стимулировать можно. Вот так его подцепил чуть-чуть, туда выкинул. Это надо почувствовать, но вы этого не делаете. Ясно? Вам это не надо. Пусть процесс протекает так, как он должен протекать, без вашего вмешательства. Там это может быть несколько дней, для этого понадобится. Но окончательно все равно будет выход энергии кундалини в пространство над головой через макушку. Это открытие макушечного центра уже как бы снизу, выпускной клапан, для того, чтобы избыток энергии, поступающей в тело, удалялся. То есть та энергия, которая может повредить на телесном уровне, на клеточном уровне вам. Вот. И до момента поднятия энергии кундалини, до момента открытия макушечного клапана, энергетический поток нисходящий будет не столь сильным. Как только клапан выпускной открывается, поток сильнее становится, и начинается более интенсивный процесс трансформации. Понятно? Опять-таки без вашего участия. Все это очень хорошо мною прочувствовано. И на примере других людей, которые мне оставляли как бы свои переживания в форме опытов, которые они переживали, становится понятным этот механизм эволюционной трансформации, как это происходит поэтапно, закономерно происходит, никаких случайностей в этом процессе не бывает. И когда ко мне приходят люди и говорят, что у них там что-то произошло не так, как у меня написано, я им говорю, где побывали, кто манипулировал вашей энергетикой. Да вот там где-то пару раз был на каком-то тренинге, пару раз бывает достаточно, чтобы поломать внутреннюю энергетическую структуру. А у стерильных людей, девственных вот в этом плане, все протекает классически, по плану, так, как у нас написано. Понятно? Но если вы где-то побывали, вот там и возникают проблемы. В этом случае. Вы меня понимаете? Обязательно где-то побывали. Это я знаю уже. Но начинают как-то врать, да вот один раз, полраза, окажется полгода, а не полраза. Ну, если пытать начинаешь, берешь вот прям за горло. Понятно? Так что лучше никуда не ходить. Я думаю, что вы уже, если сходили, уже не пойдете никуда. И кто пытается куда-то сходить, и вам скажет, вы скажете, не надо туда идти. Можно сильно повредиться, потом будут проблемы. Причем проблемы могут быть очень-очень серьезные. Если попадетесь на восходящую медитацию с поднятием кундалини, да, без прикрытия нисходящим потоком, все, там такие проблемы возникают. Как говорят, мама, не горюй. Это сразу видно. И еще,
наступит период, обязательно наступит период, когда вы станете получать откровения свыше по самым разным вопросам. Начнете писать стихи, рисовать, сочинять музыку. Ну, мало ли что. Кто-то выжигать или выпиливать по дереву, я не знаю. Обязательно будут творческие откровения свыше приходить. Поняли? Ко мне откровения приходили, творческие, до этого 10 лет приходили откровения в стихотворчестве, а приходили откровения такого порядка, что многие вопросы, на которые я не знал ответа, а эти вопросы постоянно передо мной были, ответ я не находил нигде. И вот когда нисходящий поток начал активную работу, когда я полностью открылся этой силе, то начали капать озарения свыше, которые совершенно неожиданно, без моих запросов. Вопросы у меня эти стояли где-то внутри, в подсознании. Я получал ответы в течение 3 дней на все вопросы, которые у меня возникли когда-то, отложились в подсознании. Я получил все ответы, просто. 3 дня я только успевал записывать. Записная книжка у меня была в течение 3 дней. Вот был такой период. Интересный период. Я даже статью написал по этому поводу, но она у меня не сохранилась, а вот блокнотик сохранился, где я эти откровения записывал. Я их пытался каким-то образом систематизировать, написал статью, рукописную статью, понятно, не статью куда-то, а для себя. И она куда-то исчезла. Ну и хорошо. То есть многое из того, что я не мог себе и представить, в частности, что такое время, есть ли судьба или рок, предписано ли нам что-то, либо судьбу можно изменить. Вот эти глобальные вопросы, вот ответы на эти глобальные вопросы я получил оттуда. Причем очень правильные ответы, которые мне во многом помогли в моей работе на пути сознательной эволюции, укрепили меня в правильности того, что я делал. Я действительно получал эти откровения свыше. Но я не носил с ними как кот с яйцом. Я не пытался их куда-то пристроить, кричать: «О, какой я великий, вот какие открытия я совершил». Но для меня лично прояснилось многое. Из того, что было непонятно, по прочтению какой-то литературы, эзотерической литературы, научной литературы. Я получил ответы, практически на все вопросы, которые стояли передо мной до того, как я стал на путь сознательной эволюции. Не исключено также, это опасное явление может быть, что мощные витальные эгоисты начнут общение с какими-то иерархиями или с учителями. То есть голоса какие-то могут быть слышимы и указания свыше. Понятно? Такое тоже может быть. И этот человек может возомнить себя проводником каких-то великих идей или спасителем человечества. Ясно? Так что если вдруг у кого-то из вас, думаю, не будет этого, наверное, да, такие, так сказать, позывы возникнут, что-то, так сказать, в своих откровениях обнародовать и сказать, что вы такой великий, сякой великий Господом или кем-то там послан на землю, сразу метьте пыл. Это враждебная сила вступает, или не вы вступаете в опасную игру с враждебными силами. Ясно? Такое тоже может быть. Редко, но бывает. В основном это мощные витальные эгоисты, которые хотят учить, врачевать. Ясно, духовное эго, оно кричит, оно рвется наружу, оно хочет быть на особом положении. Даже может родиться человек в духе, но потом духовное эго, по сути, приводит к тому, что он возомнил себя великим учителем, ему хочется говорить, ему хочется учить, ему хочется врачевать. Я не говорил
Ни слова, хотя до этого было дописано 2 книги, до тех пор, пока меня силком 20 лет назад не выставили, не вытянули на трибуну, чтобы я что-то сказал. Вот когда раз хочется говорить, лечить, учить, вот тогда можно это делать, когда расхочется, когда это будет вам не нужно. Ясно? А если пока хочется, значит эго включается. Понятно? Так что сидите тихо, лет эдак 15. Потом, если прорвется, если что-то нужно будет, вас поставить на то место, где вы пользу принесете. Понятно? А так, учитесь молчать. Играйте в активную медитацию. Понятно? Так что, если вдруг вы обнаружите, что действительно топчетесь на месте, то никогда не поздно начать все сначала. Просто сначала. А начать сначала – это с молчания ума. То, что в процессе предшествующей вашей работы было достигнуто, буквально в 2-3 дня будет на своих местах, ничего не исчезнет. Ясно? В 2-3 дня вернетесь на ту позицию, с которой отступили. Понятно? Начать сначала – это не значит проходить опять весь этот цикл и трудный путь. Просто замолчите умом. И все, что наработано к этому времени было, оно станет на свои места. Понятно или нет? Я вас обнадежил? Тех, кто в пессимизм впадает. Ну идите, отдыхайте, все. До завтра.